Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Винегрет. И сегодня мы будем готовить с вами итальянскую пасту панеттоне. Для начала нам необходимо приготовить опару. 100 мл теплого молока. Вливаем в небольшую миску широкую. Добавляем сахар 2 столовые ложки и 50 грамм живых дрожжей. Я всегда использую в выпечке живые дрожжи, потому что поры от живых дрожжей более крупные, кулич получается более нежный, более пористый. Дрожжи с сахаром разминаем с молоком, после чего нам нужно будет добавить 2-3 столовые ложки муки. Муку обязательно нужно просеять. Так она избавляется от нежелательных примесей, плюс обогащается кислородом. После того, как мы тщательно перемешаем все ингредиенты, мы отправляем опару на 40-50 минут в теплое место. Опара должна в идеале подойти в 2-3 раза. И на ней должна появиться пенная шапочка. Если этого не произошло, поздравляем, ваши дрожжи не работают. Всего для кулича нам понадобится 6 яиц. Из них 3 яйца целых и 3 желтка дополнительно. 3 белка мы взобьем с щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока. Белки взбивать достаточно. При переворачивании они не выливаются. Теперь нам необходимо взбить желтки с оставшимся сахаром. Взбиваем до полного растворения сахара. Сейчас мы будем натирать цедру апельсина. Для этого нам понадобится целый апельсин. Использовать будем только желтенькую корочку, белые не используем. И также нам понадобится сок из этого же самого апельсина. Точно так же мы будем сейчас поступать и с лимончиком, потому что нам необходимо тоже и лимонная цедра. Используем только желтенькую шкурку. И сейчас мы нашу цедру буквально на час зальем 20 мл рома. Для приготовления кулича нам понадобится сок из 1 апельсина и из половинки лимона. Используем мы как раз тот апельсин, из которого брали цедру. В общей сложности у нас получилось 200 мл цитрусового лимонно-апельсинового сока. Теперь мы в опару добавляем взбитые с сахаром желтки. Все ингредиенты, которые мы вводим в тесто, должны быть комнатной температуры. То есть они ни в коем случае не должны быть холодные. Вот мы белки взбили еще холодными, но пока опара у нас стояла, подходила, они уже нагрелись. Мы вводить их будем уже не холодными, а комнатной температуры. Добавляем теплое молоко, оставшееся. В общей сложности у нас молока используется 400 мл в рецепте. Апельсиновый сок. Теперь в тесто идет цедра. Видите, она пропиталась алкоголем.
очень ароматная. Даже сюда слышно, как пахнет цитрусовым. Небольшими порциями вводим муку. После того, как мы ввели в тесто половину необходимой муки, мы будем добавлять взбитые белки. Вводим их небольшими порциями, перемешивая движениями сверху вниз. После введения белков тесто чем-то напоминает взбитый пудинг. Настолько пористое, настолько воздушное. Теперь мы постепенно вводим всю оставшуюся муку. Небольшими порциями, постоянно вымешиваем. Пришло время добавить в тесто сливочное масло. Масло и жир в тесто добавляют в самом конце замешивания, так как жир тормозит развитие дрожжевых грибков. Это очень важно, иначе у вас тесто будет, мягко говоря, недобродившее. В тесто мы добавляем нерастопленное сливочное масло, так как топленое масло ухудшает структуру теста, утяжеляет его. Достаточно немножко подержать его при комнатной температуре, и оно легко размягчается. Постепенно добавляя муку, вымешиваем такое тесто, как на оладушки. Густое тесто на оладушки. Вот сейчас тесто еще стекает с руки, еще муки недостаточно. Пришло время добавить к нам в тесто курагу и изюм. Есть два способа добавления. Это вот на данном этапе, либо уже в процессе, когда мы будем обминать тесто первый раз. Если добавить сухофрукты сейчас, тесто будет подходить немножко дольше. Но так как дрожжи у нас свежие, а пара показала, что они довольно-таки активные, мы добавим сухофрукты сейчас и посмотрим, через какое время подойдет наше тесто. Добавлять понемногу я буду вмешивать. Сухофрукты мы добавляем в тесто непосредственно с алкоголем, в котором они замачивались. Спирт, который содержится в роме, начнет испаряться при достаточно низкой температуре, поэтому в процессе выпечки тесто будет насыщаться воздухом, становиться более пышным, более пористым. И вот наше тесто уже приобрело ту консистенцию, которая необходима для выпечки паски панеттоне. Оно достаточно жидкое, но тем не менее с руки уже не стекает. Тесто мы выкладываем в миску, смазанную небольшим количеством растительного масла, накрываем полотенечком или хлопчатобумажной тканью и отправляем в теплое место. Прошло 1,5 часа, наше тесто подошло, увеличилось вдвое, и теперь мы будем обминать его, делать замочек. Обминка теста преследует несколько целей. Во-первых, удаляются излишки углекислого газа, которые угнетают дрожжи. Они замедляют процесс брожения и разрушают клейковину. Во-вторых, обминая тесто, мы тем самым перераспределяем дрожжи и открываем им доступ к новым источникам питания. Сейчас мы обмяли тесто и отправляем его подходить повторно. Я думаю, подойдет оно минут за 20-30. Когда наше тесто подошло второй раз, мы укладываем его в формочки. Я выпекаю пасочки в бумажных формочках. Это очень удобно. Ни в коем случае не смазывайте края формочек сливочным либо растительным маслом. Никаким жиром смазывать не нужно. Потому что тесто для того, чтобы подходить, оно должно цепляться за края формочек, карабкаться, а не всплывать. Когда я пеку паски обычные, я заполняю формочку на 1/3 высоты. Для панеттоне достаточно половинки.
для того, чтобы получилась красивая шапочка. Когда достану готовый панеттон, я вам покажу, что я имею в виду. Уже в формочках подошло. И теперь мы отправляем пасочки в духовку. Первые 10 минут мы будем их выпекать при температуре 200 градусов и отправляем уже в разогретую духовку. Дальше мы уберем температуру до 170 и будем выпекать до готовности. Вот такая шапочка, это то, о чем я говорила. Знаете, что мне нравится в панеттоне больше всего? Это его легкость. Текстура у него очень нежная, воздушная, мягкая. Цитрусовый аромат и аппетитный цвет – это только начало. Вы точно удивитесь, как из привычных продуктов муки, яиц и сахара можно приготовить такое совершенное изделие. Вот такой вот замечательный, воздушный, нежный панеттон сегодня у нас получился. Готовьте с удовольствием.